Отключение Беларуси от системы SWIFT – вопрос времени. Об этом заявил президент Литовской промышленной конфедерации Видмантас Янулявичус. По его сведениям, это будет следующим шагом Евросоюза после санкций, затрагивающих предприятия энергетики, промышленности и производства удобрений. Важно отметить, что проблемы с платежами через SWIFT в нашей стране начались уже несколько дней назад. В свете недавно введенных санкций ряд крупных белорусских банков, таких как Беларусьбанк, Приорбанк, Альфа-банк и другие, перестали получать деньги из-за рубежа. Переводы застревают как у физических, так и юридических лиц. Причем теряются деньги не только из ЕС, но и из третьих стран. В свете происходящего слова Янулявичуса звучат достаточно правдоподобно, ведь банковская система SWIFT дает возможность финансовым учреждениям рассчитываться с разными странами. Без нее международная торговля будет невозможна. Впрочем, у Лукашенко на этот случай план действий уже имеется. Военное положение, если нужно, но никакого не должно быть проседания. Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции – это, понимаете, их бессилие. Белорусы, которых хоть однажды судили по народной статье за участие в массовых мероприятиях, стали объектом пристального внимания пограничников. Люди, имеющие в досье такой пункт при въезде в страну, не только подвергаются пристальному досмотру, но и лишаются личной техники. Портал «Зеркало» опросил несколько человек, которые попали в такую ситуацию. Выяснилось, что белорусская погранслужба фактически взяла на себя роль силовиков. Вероятно, на пункты пропуска спускаются списки неблагонадежных, по мнению режима, лиц, с которыми нужно проводить оперативные мероприятия. В частности, изымать технику под предлогом поиска экстремистских материалов. Примечательно, что с такими мерами сталкиваются те, кто никак не связан с политикой. Это обычные люди, которые выезжают на отдых или в командировки и берут с собой ноутбуки для работы. Впрочем, пограничников ничуть не смущает, что отбирают чужую технику, они лишают людей важных документов и даже средств для существования. На руках у пострадавших остаются только акты об изъятии, а дальнейшая судьба их имущества весьма туманна. Не исключено, что ноутбуки окажутся в ближайших комиссионных магазинах, как это происходит с вещами, отобранными в ходе обыска в квартирах у так называемых экстремистов. Госпогранкомитет отказался давать комментарий по данному факту, отметив только, что изъятие и возврат техники в компетенции ведомства не входят. Что ж, в стране, где происходит правовой дефолт, узаконенным мародерством никого не удивишь. Станет ли Грузия выдавать белорусов по запросу нелегитимной власти? Этот вопрос в последние дни волнует немало граждан нашей страны, которым пришлось покинуть родину из-за опасений стать узниками режима. Причиной такого беспокойства стало вступление в силу соглашения о сотрудничестве между службами госбезопасности Беларуси и Грузии. Важно отметить, что этот документ был подписан еще в 2016 году, после очередных президентских выборов, перед которыми Лукашенко показал себя добрым диктатором и помиловал всех своих политических оппонентов, сидевших в тюрьмах после площади 2010 года. Процесс согласования занял 5 лет, за которые в обеих странах многое поменялось. Тем не менее, теперь действующий документ регулирует сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, коррупцией и другими транснациональными организованными преступлениями. По мнению офиса Светланы Тихановской, соглашение может быть использовано как инструмент давления на белорусов, которым приходится уезжать из страны. Чтобы не допустить этого, народный лидер направила в МИД Грузии обращение с призывом не использовать его для выдачи информации о белорусах. В ответ служба безопасности Грузии заявила, что распространяемые сведения о соглашении направлены на дискредитацию местных силовых структур. Кроме того, документ не обязывает совершать действия, противоречащие государственным интересам. Тем не менее, по мнению Светланы Тихановской, в настоящее время режим Лукашенко использует ссылки на антитеррористическое законодательство для преследования своих политических оппонентов. То есть в уголовных делах, по которым свободных белорусов объявляют межгосударственный розыск, они представлены чуть ли не как местечковая ячейка Талибана. Поэтому судьба таких террористов в бело-красно-белых носках будет зависеть целиком от степени адекватности местных спецслужб. Чтобы избежать ситуации аналогичных экстрадиции бойца Алексея Кудина из России, Светлана Тихановская предлагает заморозить соглашение и подчеркивает, что такое решение будет полностью соответствовать национальным интересам Грузии. И в продолжение темы о белорусской погранслужбе журналисты Кукуорг сделали интересное наблюдение, изучив сайт ведомства. В разделе «История» есть страница, посвященная нагрудным знакам пограничных войск. Среди более 200 видов орденов и медалей, которые выдавались в разное время, нашлись знаки отличия с БЧБ-лентами и гербом погоня. Любопытно, что как минимум один из них датирован 2016 годом. Однако и на этом сюрпризы не заканчиваются. Размещенные на сайте медали взяты из книги «Нагрудные знаки пограничных войск
войск Беларуси за авторством полковника Семенюка и подполковника Шубина. Примечательно, что ссылка подробнее, которая, по идее, должна дать больше информации о книге, ведет на страницу продавца интернет-аукциона, который помимо этого издания предлагает немало занимательных лотов. Например, маленький американский флаг. Если перейти на личную страницу продавца, то можно увидеть десятки хвалебных комментариев от благодарных покупателей, приобретающих в том числе и тот самый американский флаг, но уже в полном размере. Напомним, что в этом году Губопик выступил с инициативой о признании БЧБ флага экстремистским. Однако в рядах носителей погон явно завелась своя революционная ячейка, которая активно топит за здравый смысл. Ведь абсурдные прихоти нелегитимного его красавцу не способны отменить славную историю страны, где настоящие защитники своего народа с гордостью носили ордена с родным БЧБ флагом. Друзья, у нашего YouTube-канала около 100 тысяч подписчиков, а это значит, что люди хотят знать, что же происходит в Беларуси на самом деле. Мы благодарны каждому, кто смотрит и читает наши выпуски и задумывается о том, как добиться позитивных перемен в Беларуси. Чтобы работать эффективнее и доносить честную информацию до каждого белоруса, нам очень нужна ваша поддержка. В описании под этим видео вы найдете ссылки для донатов. Как говорится, 1 рубль – это много, когда нас много. Я же прощаюсь с вами до завтра. Хорошего всем вечера и живи Беларусь!